Всем здорово, народ! Сегодня поговорим про аддоны, которые могут быть вам полезны как на старте Пандарии, так и в принципе на протяжении всего аддона. Поэтому всем приятного просмотра, погнали смотреть видос. Итак, начнем с одного из самых важных аддонов, это Bartender 4. В чем суть? Он изменяет вам панельки способностей. То есть, если мы посмотрим на стандартные близовские панельки, они достаточно малофункциональны. Во-первых, они у нас находятся только в одном положении, только снизу экрана. Во-вторых, вы не можете никак их перемещать. Bartender 4 позволяет вам перемещать, видоизменять и настраивать панели так, как вы хотите. Вы можете менять их масштаб, вы можете менять количество кнопок, вы можете хоть одну большую, огромную кнопку себе прямо в центре экрана забабахать и с ней бегать. Ну, если вам такое нужно, почему бы и нет. При этом вы можете также скрывать те панели, которые вам не интересны. Например, я себе скрыл панель сумок и с ней вообще не бегаю, открываю просто по сочетанию клавиш, там Shift-B, допустим, нажал, все, сумки открыл. Лично я делаю каким образом? Выставляю себе 3 горизонтальные панели чуть ниже центра экрана, назначаю их так, как мне нужно, и, соответственно, меняю шрифт, меняю цвет кнопок. Тоже довольно прикольная вещь, которую вы можете сделать. Это изменить шрифты, изменить цвета, как вам будет угодно, как вам больше нравится. При этом также присутствуют настройки, которые позволяют вам видоизменять ваши кнопки, если они, допустим, не достают до противника. Вот, например, если сейчас я хочу этого волка подстрелить, но нахожусь на слишком дальней дистанции, я себе сделал так, что у меня кнопки становятся красными. Вы можете настроить себе как отображение просто биндов, то есть у вас 4, 2, 3 будет красная, если вы не достаете. Это делать достаточно удобно, если у вас цвета ваших кнопок и биндов белые. И при этом присутствуют продвинутые функции, которые, в принципе, под каждый класс и под каждый спек уже стоит настраивать по-разному. Я о чем? Настройка состояния. То есть, если вы, например, нажимаете клавишу Alt, ваша первая панелька листается на 8-ю, и тем самым у вас уже не 3 панели как будто бы, а 4, просто при нажатом альте. И вот с этим уже можно прям серьезно так заигрывать, потому что вы можете себе составлять макросы, которые будут, например, находиться только на вот этой 8-й панели, которая будет открываться только по нажатию Alt. И вот это уже серьезно так добавляет функциональности. Я на актуале, например, когда играю за Суру в Ханта, без этой настройки, ну вот не хватает тупо кнопок, но это уже совсем другая история, да, здесь можно довольно много времени потерять, поэтому останавливаться на этом не буду, просто упомянул, знаете, что такой функционал присутствует. Народ, смотрите, кого интересует прям полная инфа про все мои настройки интерфейса и настройки аддонов, я для вас записал отдельный видос на Бусти. Там 35 минут контента, zip-архив я вам приложил со всеми аддонами, и также еще профили скопировал для тех аддонов, для которых это было возможно. Плюс также на Бусти присутствует личный чат со мной, вы там можете мне написать, я на ваши вопросы отвечу. Поэтому, если планируете поддержать мой канал копеечкой и при этом получить дополнительный контент, переходите на Бусти и подписывайтесь. Следующий аддон, без которого в Пандарии нод вообще нельзя, это Rare сканер, соответственно. Золотой век рарников в Панде у нас начался, поэтому без него никак. Во-первых, будет на карте вам отображать каждого рарника, который присутствует на локации, каждый клад, каждое сокровище, которое можно собрать. Так еще и если вы будете рядом находиться, или если возле вас рарник заспавнится, будет звуковой сигнал, вы сможете выделить его в таргет. Короче, прикольный аддон, всем рекомендую. Ну и куда же без аддонов на наши сумочки? Значит, ноу-хау — это аддон Баганатор. Вам может быть знаком аддон Бэгнон, или как он там правильно называется, но это уже прошлый век. Теперь Баганатор — это новиночка. Также можно настроить под себя, можно использовать как объединение сумок, вот, допустим, как вы сейчас можете видеть на экране, либо, опять же, оставить разъединенные сумки, как у вас всегда по стандарту Вове присутствует. Но самое главное, что есть сортировка, то, что вы можете передвигать вот это окошечко туда, куда захотите. В общем, приятно аддон на сумке, опять же, лишним не будет. Аддон, который видоизменяет или отключает вот эти всплывающие подсказки. Знаете, когда вы наводитесь указателем мыши либо там на персонажа, либо на моба, либо на предмет, всплывает, соответственно, подсказка. И вот ее вы можете перемещать с помощью данного аддона, немножко видоизменять, можете менять ей стиль, информацию, которую она будет отображать и так далее. В общем, настроек приличное количество, опять же, можете в этом всем покопаться, поразбираться сами. Мне почему данный аддон понравился? Потому что, да, присутствует плашка, к которой, соответственно, вот привязывается отображение всех подсказок, которую можно перетащить. Ну и стиль такой более минималистичный, выглядит получше, поэтому я себе поставил и с этим аддоном кайфую. Следующий аддон, про который будем говорить, это Weak Auras. На самом деле супер полезная и многофункциональная тема также, особенно если вы новичок. Можно просто искать различные Weak Auras для ваших классов и спеков, переходите там на любой первый попавшийся сайт, выбираете себе нужный класс, нужный спек и миллион различных Викаур вы можете себе найти и скачать. Я лично использую для чего Викауру? Чтобы просто отображать себе свои ресурсы. Я вот настроил просто панель состояния, сделал себе ману, энергию, ярость, здоровье, все. Теперь, когда я на любого персонажа захожу, у меня данные
викауры будут работать. Я их просто поставил себе над панелью спылов, чтобы, знаете, там портрет не перемещать или так далее. И у меня просто идет отображение моих, опять же, ресурсов прямо над способностями. Мне нравится, выглядит довольно симпатично. Следующий аддон — это аддон Кварц, который видоизменяет вам вашу панель применения заклинаний, ваш кастбар. Вы можете себе дополнительную информацию вывести и так далее. Вы можете также настроить отображение не только для себя, но также для ваших тиммейтов, для вашего таргета, для вашего фокуса, для вашего питомца и так далее. В общем, настройки довольно приятные, функциональные. И вот эту вот плашечку вы можете себе также перемещать в любую часть экрана. Лично для себя я поместил Кварц прямо над викаурой. И теперь, когда я смотрю в одну точку экрана, я вижу все свои способности, я вижу свое хп, свою ману, свои ресурсы и при этом еще заклинания, которые применяю. Вот так вот. Кстати, о заклинаниях, которые я применяю. Можно также настроить себе отображение, чтобы всплывали вот эти квадратики с иконками тех спелов, которые применяете вы, ваш тиммейт, фокус, который вы, соответственно, запомнили, ну и так далее. В общем, для различных игроков. Аддон называется Труфига КД. Супер полезно, опять же, для всяких стримеров, для челов, которые делают видосы, чтобы просто визуально было проще понимать, что конкретно нажимает игрок. Больше информации, просто такая движущаяся плашечка со спелами возникает в любой части экрана. Также можете передвинуть, увеличить размер, увеличить количество иконок или сократить. Тут уж как кому надо. Следующий аддон, который мне невероятно нравится, это Trade Plates. Плюс парочка аддонов, которые вместе с ним синергируют, ну просто великолепно. Значит, Trade Plates видоизменяет нам неймплейты противников. Опять же, можно настраивать прозрачность, выделение в таргет, запоминание. Видите, у меня вот стрелочка сейчас над фокусом находится. И при этом данные неймплейты можно, опять же, настраивать под себя, немножко видоизменяя те или иные параметры, которые вам будут нужны. Данный аддон не удаляет кастбары противников и мобов. Сразу видно, что кастуется, в кого кастуется. И это все очень хорошо вместе синергирует с аддоном Big Debuffs, который позволяет вам отслеживать большими иконками все самые важные бафы и дебафы. То есть весь контроль основной, то есть станы, дизармы различные, обездвиживание, это вы все будете отслеживать на противниках. Также их бафы. Например, если паладин нажмет бабл, вы увидите большую, огромную иконку бабла квадратную, что позволяет вам все это само собой отслеживать. А вот чтобы вы видели таймер на всех этих дебафах, на всех этих бафах, можно просто скачать аддон Omni CC, его даже настраивать не надо, качаете, и вы видите время действия вообще всего и кулдаун на все, в принципе, что кэдэшится. Кстати, аддон Trade Plates я качаю себе в основном ради PvP. В PvE-контенте можно найти, в принципе, аналоги, их будет достаточно, но в PvP-шке он работает очень хорошо. Опять же, цвета классов появляются, иконки тех самых классов, и вся такая максимально необходимая информация будет присутствовать либо на неймплейте, либо над ним, и вы все это не пропустите, все это будете отслеживать. В общем, мне данный аддон невероятно сильно заходит, можете попробовать, думаю, вам тоже понравится. Парочка аддонов, которая позволяет вам эффективнее качаться. Это всем знакомый Квести, который на самом-то деле в Пандаре уже не так нужен, и Rested XP Guide. Вот это уже штучка более интересная. Я ее подсмотрел у своего американского коллеги. В чем суть? У вас появляется даже стрелочка, которая просто будет вас водить от квеста к квесту по максимально эффективному маршруту. Все ваши квестовые итемы, которые нужно заюзать или которые выпадают, будут в отдельной плашечке находиться. Все квесты, которые нужно взять или сдать, будут автоматом сдаваться, приниматься и так далее. И также все NPC-шники, которые вам будут необходимы по заданию, либо с которыми нужно поговорить, либо как-то проитерировать, они будут подсвечиваться и выделяться иконками соответственно. Ну, короче, это аддон, который вообще все за вас делает в плане прокачки, выбора маршрутов. Все, что вам остается, это просто зажать клавишу W и убивать мобов, которые мешают вам, опять же, по квесту дальше продвигаться. Вот такая вот темка. Не знаю, насколько она нужна народу, лично я ей пользоваться не буду, но если интересует прям максимально быстрая и эффективная прокачка в Пандаре, вот такой вот аддон можете посмотреть. Ну, а аддон Квести будет вам на карте отображать все доступные квесты, которые для вашего левела подходят. И при этом у неймплейтов мобов, которых, допустим, нужно убить или с которых нужно что-то заколлектить, будет вам подсвечивать дополнительными значками. Опять же, либо мечом, либо сумочкой. В общем, добавляет немножко визуальной информации, помогает понимать, какие мобы квестовые, какие не квестовые.
Deadly Boss Mode. Супер важный аддон для любого PvE-шера. Будь то рейды, будь то подземелья. Особенно если вы не знаете тактики на боссов, вы не знаете вообще, какие способности они нажимают. Данная тема добавляет вам визуальное оповещение на все самое важное. Например, если босс собрался раскинуть какую-то важную лужу, у вас появится текстовое оповещение, иногда даже появляется звуковое оповещение о том, что сейчас будет больно. Также данный аддон отслеживает все основные кулдауны босса, скажем так. Если какая-то способность должна через 10 секунд проявиться, он вам об этом скажет заранее, и у вас будет просто трекер на данную способность, и вы будете видеть, что скоро, опять же, придет большой бум. Поэтому, да, если хотите упростить себе жизнь в любом PvE-контенте, неважно, танк, вы лекарь или дамагер, ставьте данный аддон, он точно будет вам полезен. Вот такой вот видос на сегодня, народ. Опять же, более подробно у меня на бусте, ну а вы пишите в комментариях, какие аддоны вы лично считаете самыми полезными или самыми приятными для игры WoW и в Пандарию в частности. Всем чао, всем пока, всем удачи.